Друзья, добрый день! Сегодня находимся на площадке у нашего заказчика. Хотел показать, какая техника есть в парке. Компания занимается торфозаготовкой. В основном используется старая советская техника, которая раньше работала на торфяниках. Несмотря на такой большой возраст тракторов, трактора все в строю, обслужены, работают, выполняют свои задачи. Волгарь 175М. Несколько тракторов ДТ-75. Какая прекрасная погода сегодня. Красивые яркие цвета. Прицеп на гусеничном ходу на базе ДТшка. Данные трактора собирались со всей России. Клиент знает, как их обслуживать и привести в боевое состояние. Поэтому за всей техникой следят. Большая часть навесок, которые работают по торфу от финской компании Suakoni. В данное хозяйство мы поставляли несколько агрегатов. Сегодня устанавливаем бровкорез ПРФ-240. Сейчас ребята у нас осуществляют монтаж оборудования на трактор Беларусь 2022. И будем выезжать на испытание данной машины. Хорошее информационное сообщение перед запуском двигателя. Выключи передачу. Сколько здесь ДТшек в одном месте. Друзья, сегодня на запуске у клиента у нас финская навеска бровкорез ПРФ-240, базовый трактор Беларусь 2022 на задних спарках, мощность 212 лошадиных сил. Задача данного бровкореза — поднимать торф близ траншеи. При работе основной фрезы трактор не может приближаться максимально близко к траншее. Остается необработанные чуть больше метра торфа, который тоже нужно разрабатывать. Да, заметьте, данный торф с обочины отбрасывается в центр поля, где уже будет работать с ним другая финская фреза. Первый запуск. Все, что попадается, пни, ветки,
все вылетает в центр поля. Работа бровкореза Суакони ПРФ-240, Нижегородская область. Оборудование для заготовки торфа. Вообще, надо сказать, многие предприятия в России работают с финнами, с предприятием Суакони, потому что оборудование считается одним из лучших европейских, производится уже на протяжении 50 лет. Приезжая в разные хозяйства, наблюдаем, что достаточно много разной навески от этого предприятия находится в использовании. Вот получается то, что мы с вами сейчас сделали. Вот идет траншея глубиной метр 30. Расстояние между траншеями у нас 20 метров. И вот эта часть с левой стороны от траншеи, метр, она оставалась необработанной, и клиент никак не мог использовать данный торф для сбора. Для этого приобретается вот такая фреза, бровкорез. Сначала он проходит по краю, слева от траншеи, весь торф сбрасывает в центральную часть поля, потом делает смещение на ширину порядка там 2-3 метров, и далее этот торф двигает еще ближе к центру поля, чтобы создавать валок. После того, как будет создан валок, торф лежит на поле, высушивается определенное количество времени, и потом его можно уже забирать. Карта поля создается таким образом, чтобы в центральной части была возвышенность, а ближе к траншее была низина. В случае, если у нас идут осадки, чтобы вся вода стекала в траншею. Клиент доволен, работает машина отлично. До этого использовалась советская фреза, у которой не хватало скорости вращения, и в случае, когда попадался пень, трактор могло стащить в траншею, его разворачивало от удара. Ну, здесь такого не происходит. Опа, что-то попало железное. Ну, вот такие штуки он просто выдирает из земли. Все крупные фракции в виде пней, больших кусков деревьев потом собираются и утилизируются. Надо сказать, 2022 вполне подходит по данной задаче. Никаких вальтер не нужно. Нагрузка на ВОМ здесь небольшая. Я думаю, что комплект работать будет достаточно долгое время. Переместились на противоположную часть поля. Очень эффективно работает.
так работает фреза бровкорез. Весь торф с края траншеи отбрасывает на центр поля. Друзья, очень бурную реакцию вызывают такие прицепы для сбора торфа. Да, вы не ослышались, это не фильм «Кинзадза», вторая часть. Прицепы объемом 12 метров кубических собирают торф, цепляются к трактору. В данном случае их таскают наши старые советские ДТ-75 на гусеничном ходу советского производства. Таких прицепов сейчас практически не найти. Клиент их выдергивает со всей России. Работа от карданного вала. В структуру прицепа входит два редуктора. Первый редуктор нужен для выгрузки торфа через боковину. Здесь у нас, если мы откроем, мы увидим, что конвейер двигает торфяную массу, и она выгружается слева. Забор торфа происходит в такой маленький бункер, который сделан в виде ковша. При движении он забирает часть торфа, и через лопаточки данный торф поступает в сам прицеп. Здесь у нас стоит еще один редуктор, который двигает конвейер. Прикатывающий каток. Вот такая вот тема, которая уже не производится в России. Ее купить крайне сложно. Делают в Беларуси похожие машины, но они стоят достаточно дорого. У клиента находится в пользовании несколько таких прицепов. Прицеп собирает валок с торфом. Длина валка на карте у нас 500 метров. Собирает 500-метровый валок и выгружает его уже в прицеп. Друзья, это работа профилировщика, который создает профиль поля. Это первоначальный этап разработки советского производства. Клиент не очень им доволен, потому что при попадании каких-то крупных фракций, там камень или огромный пень, его может просто вместе с трактором стащить в траншею. Плюс сам по себе очень тяжелый. И то решение, которое мы сегодня клиенту внедрили, оно очень сильно сэкономит время по данной операции. Смотрите, как очень медленно двигается. Профиль поля создается для того, чтобы придать наклон, когда у нас будет выпадение осадков, чтобы вся вода стекала именно в траншею, а не оставалась на поле, потому что в противном случае торф не сможет высохнуть на солнышке. Машина выглядит, конечно, очень необычно. Посмотрим, что оно с этой массой сейчас сделает. Очень засоренное поле.
Ширина достаточно большая. Да, куда без наших ДТ-75. Дефицит тракторов на гусеничном ходу на российском рынке. Просто их нету. Еще один профилировщик на базе трактора ДТ-75 создает профиль поля. Начальный этап. Заготовки. Рабочая ширина 6 метров. Производство в Советском Союзе было сделано. Махина. Как ее только ДТшка тащит. Такую здоровую, тяжелую. Вот такую красоту делает. Задает угол наклона карте поля, чтобы вся дождевая масса попадала в траншею. Траншеи потом будут восстанавливаться морковкой на глубину от 1 до 3 метров. На глубину от 1 до 1,3 метра. Канавокопателем. Пошел на обратный проход. Работает отвал, отбор мощности. Мощь. Да, сейчас еще пойдем. Обещал вам показать машину, которая подбирает остатки древесной массы в виде пней и складывает их в свой прицеп. Необычное тоже решение. Сделано российскими производителями, скопированного финнов.
Друзья, ну вот это накалыватель на базе трактора 1221 на спарках передней и задней оси. Материал, который предстоит ему собрать, остатки древесной массы. То есть вот пеньки, весь мусор собирается, попадает в бункер и потом выгружается. Минусы данной конструкции в том, что она достаточно компактная по своим размерам. Приемный бункер маленький, соответственно, он очень быстро наполняется. Вот я думаю, что трактор даже не доедет до конца поля. Вот, смотрите, сколько он нагребает. И он уже будет заполнен. Вот все, он полностью заполнил. Металлические колеса, большой барабан с шипами. Вот процесс выгрузки таким образом происходит. Все, что он насобирал в виде древесной массы, все выгружается. Вот, к сожалению, часть торфа, да, попадает, от этого никуда не уйти. Торф пока еще у нас сырой, соответственно, его тоже насасывает в бункер. Такое решение, конечно, с металлическими колесами. Так, друзья, мощный корчеватель пней с рабочей шириной захвата 3 метра. Данная машина пилилась на части, потому что при перевозке нельзя было иначе сделать. Представляет собой такую систему, которая выкорчевывает пни с глубины до 40 сантиметров. Далее подает их наверх. Здесь у нас будет установлен небольшой приемный бункер и конвейерная лента. Вся древесная масса с пнями будет через конвейерную ленту подаваться в рядом идущий прицеп. Ходовка у этой системы очень интересная. Центральная часть у нас находится на сдвоенных гусеницах. Выглядит вот таким образом. Вот эти гусеницы были демонтированы, они устанавливаются в задней части, именно вот в этом месте. И вторая гусеница с противоположной стороны. Общая ширина, когда все это соберется, будет составлять 4,5 метра. Таскает всю эту штуку трактора мощностью от 100 лошадиных сил и выше, гусеничная, типа Т-130, Т-170. Работает от вала отбора мощности. Но здесь еще какая-то есть гидравлическая схема. За что она отвечает, непонятно. При установке боковых гусениц в эту часть высота машины еще увеличивается на 2 метра. То есть, когда их заказчик забирал, она выглядит просто бомбически. Очень внушительных размеров. Таких машин в России уже не найти. Производство Made in СССР. Так, следующий необычный экспонат — это машина, которая это машина, которая подбирает торф с земли и складывает его в горку.
Вот в левой части будет конструкция с ковшами конвейерного типа длиной, внимание, 25 метров, вот до этой ближайшей сосны. То есть она подъезжает к насыпному торфу, который находится рядом с машиной, двигает его от себя и собирает в высокую горку. Машина тоже произведена в Советском Союзе на гусеничном ходу. Сейчас ее идет восстановление. В противоположной части машины находится противовес. Любопытно будет приехать через несколько месяцев, когда все это будет работать. Получится просто обалденный сюжет. Давайте покажу внутри машины. Вид в кабине, управление на рычагах. Достаточно все просто. Но сама по себе конструкция, ничего подобного раньше не встречал. Drunk driving, losing all intention, falling. Once I was living for the passion, now it's all missing without you. Yeah, I'm speeding 91, drunk driving, losing all intention, falling. Once I was living for the passion, now it's all missing without you. 새벽 2시 밤늦게까지 telling me that you Gucci. 너답지 않지 got me driving like a movie. 난 아직 굳이 걱정 따윈 없지 pedal to the floor. Only seconds left to go. 새벽 4시 오후 아침까지 미안한다고 말하지. 나답지 않지 got me calling like a movie. 난 아직 굳이 걱정 따윈 없지 pedal to the floor. Only seconds left to go. Intention falling. Yeah, I'm speeding 91, drunk driving, losing all intention, falling. Once I was living for the passion, now it's all missing without you. Yeah, I'm speeding 91, drunk driving, losing all intention, falling. Once I was living for the passion, now it's all missing without my life you. is flashing. I'm running on past it, 뛰어도 talk about practice. 인생은 game, 그 이유도 난 너에게 passion. 하루가 지나도 speed and I go. 신호등 red, you already know. 마지막 수건한 person and more. My life been flashing, yeah. 난 아직 힘들어해. Remember the time, 싫어져 난 피곤하기도 해. I'm living on one, 시간 따라와. 나 희망을 믿어나 봐. Hoping the future, I'm hoping the future. 난 미래로 멀리 좀 없어져 나. Yeah, I'm speeding 91, drunk driving, losing all intention, falling. Once I was living for the